Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Случилась со мной история днями. Нужно было рассчитаться за рушницю, а для этого нужна была наличка. Потопал я в банк. По ходу дела хотел перевыпустить карту, потому что она крепко износилась. Но в этом отделении была большая очередь, а следующее было мне по дороге. Ветер хлещет, темно, на улицах никого. Брожу по району, выискиваю вход в это тихое и спокойное отделение. Замечаю движение ко мне боковым зрением. Поворачиваюсь. Дальше как в тумане. Моего роста дядька просит денег 160 гривен. На что не говорит, просто очень нужно, а времени на растолковывание нет. Говорит много и быстро, явно не надеясь на то, что я его дослушаю и не пошлю, но голос какой-то странный. Не скавучащий, как обычно в подобных ситуациях, не клянчащий, а какой-то стыдливо униженный. Пока он говорит, я сканирую его внешность и понимаю, что дядька не алкаш, не бомж. Я четко вижу промерзшую, но не сломленную душу. И вдруг ко мне доходит. Война. Видимо, в этот момент ему показался возможный отказ в просьбе, и он затараторил что-то про «покажу документы сейчас» и что-то еще в таком духе. А надо заметить, что я молчал и только смотрел, и со стороны это выглядело, конечно, противно. Меня заглючило. Я не мог сказать ни слова, ни одно подходящее моменту слово не приходило мне в голову. К тому же у меня в сумке лежала довольно крупная сумма только что снятых со счета ваших донатов, и в первое мгновение нашего разговора я довольно активно крутил головой. Давно катаюсь на земле туда-сюда. Попадал в дворовые передряги. Знаю, как один забалтывает, а другие в этот момент лупят штакетиной по башке. А рисковать донатами совсем не хотелось. Выглядело это в той ситуации паршиво, конечно. Будто мне на него чхать с высокой башни. Представляете, как мне стыдно теперь? Наконец я что-то вымемлил и полез в сумку за кошельком. А он в этот момент начал говорить, чтобы я дал ему номер своей карты, и что он обязательно вернет всю сумму, как только доберется до денег. И тут я понял, каким мудаком я выгляжу. Мне стало так стыдно, что я и мямлить перестал, просто что-то мычал. Но отказ от возврата денег озвучил. Достал уже кошелек, увидел, что деньги в нем у меня есть, и вот тут я крепко протупил. Я дал ему всего 200 гривен. Мог дать больше, там лежало несколько сотен, но дал всего 200. Старый дурак. Он обрадовался так, будто я ему, не знаю, что-то очень важное дал, бесконечно важное. Протянул руку и, пожимая ее и продолжая что-то мычать, я поразился тому, насколько шершавой была его рука. Даже не шершавая, а в глубоких бороздах, будто новая автомобильная покрышка, только еще грубее. Я таких рук давно не пожимал. Все линии на его руке стали не линиями, а глубокими такими канавами, очень твердыми и острыми по краям. Это очень неожиданное ощущение, доложу я вам. Выводов не будет никаких, хочу только добавить вот что. Дядька, если ты вдруг слышишь это сейчас, прости мне мою тупость и вытекающую из нее грубость. Все уже поняли, что это за тиждень, что фоном я показываю фотозвіт от деда и комменты из-под ваших донатов. 2 слова о донатах. Ситуация пока не критическая, но мы рискуем не успеть собрать все остро необходимое. Я сделал пост в спільноте на канале, в Телеграме и на Фейсбуке. Кратко описываю там уровень нужного и крайне необходимого. Сейчас добавлю, что приборы для обнаружения дронов и их вариаций мы нашли и определились. Нам понадобится хитрое приспособление под названием Tiny SA Ultra, но не в базовой комплектации, а в корпусе с антенной и особой прошивкой под ЗСУ. Она способна сканировать воздух и обнаруживать опасность задолго до ее появления в поле зрения, в зависимости от антенны, до 30 километров. С такой дальностью нет необходимости брать их много, достаточно будет оборудовать наблюдательный пункт. А вот на машины придется ставить на каждую, ибо за машинами янцуры охотятся с особым усердием. Таким образом, нам их нужно около 10-12 штук минимум. При цене в 15 100 гривен без чемодана получается 181 200 гривен. Но поскольку вы уже купили 4 штуки, то нужно дособрать еще 120 тысяч. Все равно много, даже с пониманием, что это на весь батальон. А без этих штук никуда сейчас. Без них ты вообще не проинформирован. Есть аналог, более дешевый, называется цукорок. Простой, понятный, бесшумный, относительно дешевый, но у него есть 2 больших недостатка. Очередь на них сейчас 2-3 месяца, и к тому же он сканирует строго ограниченные частоты. То есть, по сути, это деньги на ветер при имеющихся сейчас обстоятельствах.
Ты не видишь атак на тех частотах, которые не видит Цукурок. Так что вариантов немного. Либо оставить хлопцев без защиты, либо взять им Тинесой. Тут все зависит от вас. В этой ситуации только от вас и ваших донатов. Будут донаты — возьмем все, что нужно. Не будет — будем скидываться на венки через 2-3 недели. Выбор прост. Вообще мы все много чего ждем. Мы все. Вот про F-16 вопрос уже ребром стоит. Уже достаточно давно ожидаем поставку этих истребителей, но буквально на днях датское издание отметило, ссылаясь на некие источники в Модании, что передача боевых самолетов задерживается еще на полгода. Данное сообщение моментально испортило настроение украинцам, мечтающим увидеть F-16 в небе Украины, хотя к самому материалу есть множество вопросов. Например, ни одного официального заявления от Модании относительно задержки передачи F-16 Украине не прозвучало, а на официальном сайте органа управления нет ни одного сообщения и даже намека на данную тему. В свою очередь, только с начала года поступило несколько совершенно обратных сообщений из других стран. Например, Норвегия передала Дании 2 истребителя F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков. Бельгия заявила о подготовке отправки в Данию 2 F-16 и около 50 инструкторов, которые примут участие в подготовке украинцев. В целом, украинские пилоты сейчас проходят, а также готовятся проходить подготовку в США, Великобритании, Дании, Румынии, Франции, а 26 декабря стало известно о первой группе украинских пилотов, завершивших базовое обучение. Фактически можно сказать, что процесс подготовки украинских пилотов идет согласно планам, без срывов, но и без опережения графиков. С другой стороны, говоря о подготовке пилотов, в проблематике передачи F-16 Украине охватывается только один вопрос, хотя их намного больше. Дело в том, что передача F-16 Украине — это не только передача самих истребителей и подготовки пилотов, но и подготовка обслуживающего и технического персонала, инфраструктуры, обустройство аэродрома либо аэродромов, которые бы смогли принимать данные истребители, а также обеспечение данных объектов необходимой защитой, в первую очередь ПВО. Не исключено, что задержка, о которой сообщало издание, могла быть вызвана сбоем на одном из вышеупомянутых этапов, но почему тогда издание об этом не написало прямо? Как говорится, если хайповать, то хайповать по максимуму, что вполне в стиле западной журналистики. Что-то я перестаю что-либо понимать вообще. Вот закон про мобилизацию. Простая же вещь в наше время, но нет. На фоне наших с вами попыток спасти страну можно наблюдать, только приняв на грудь чего-то, иначе краски не заискрятся. Какая драма происходит в нашем дорогом парламенте. Народные депутаты не могут согласоваться насчет закона о мобилизации. Ох уж эти политики, всегда такие единодушные, безупречно грамотные в своих решениях. За мелкий прайс. Одни говорят: правительство, забери свой законопроект обратно, мы хотим внести свои предложения и прийти к общему знаменателю. Ну, конечно, нашим депутатам просто остро необходимо показать, что их мнение важно. Как же они без своих предложений? С другой стороны, волна негодования и едкие оценки специалистов по праву не учесть нельзя, иначе зелененькая такая диктатурка грозит прийти к нам ко всем в один миг, как ведро воды с балкона на тротуар. Другие говорят: а давайте президент сам подаст законопроект и возьмет на себя всю ответственность. О-хо-хо-хо-хо, о да, потому что президент так сильно хочет на себя еще больше негатива и падения рейтинга. Кто бы не хотел взять на себя такую радость, как потом видосики слезливые записывать. А вот третьи предлагают, чтобы законопроект внесли Зеленский, Залужный и Умеров. Наверное, они думают, что объединение их имен создаст невероятную силу, способную решить все проблемы мобилизации. Вот только главкома они в своих планах явно не учли. Не имеет права главком вмешиваться в законодательные обязанности Верховного. Ну не имеет, как бы ни хотелось депутатишкам переложить все заботы на него. Депутанги, пора расширять свои знания о полномочиях и обязанностях различных должностей в государстве. Книжка есть такая. Конституция. Прочитайте, что ли, должно помочь. По крайней мере, будете понимать, о чем мы вам тут толдычим. Но самое интересное во всей этой истории — любовь нашего величайшего политического лидера Андрея Ермака, Владимира Александровича Зеленского, к простым решениям. Он просто уволил всех военкомов и сорвал мобилизацию в Украине. Какой герой! И сейчас депутанги видят, что президент старается отмыть руки от любых вопросов мобилизации, чтобы не потерять рейтинги. Но, конечно же, они не хотят пожертвовать своими рейтингами ради этого невкусного блюда под названием мобилизация. Ведь для них защита интересов избирателей — это святое, только наоборот.
А давайте мы им напомним, что на кону стоят интересы и безопасность нашей страны, и что пока президент и депутанги играют в законодательный пинг-понг, время неумолимо, и Кремль не ставит свои планы на паузу. В Киеве под прикрытием патриотов отсидеться решили. Так, во-первых, Киев не резиновый, хоть и полупустой, а во-вторых, вас же 73% не для попить кофею в кулуарах выбирали, а? В целом все это происходит из-за того, что Зеленский слишком переживает о своих рейтингах и овациях и бесконечно влюблен в простые решения. Ох, какие проблемы возникают, когда глава государства стремится понравиться всем и каждому и внимательно ухаживает только за небритостью и футболкой. Решение всей этой истории должно быть простым и понятным всем. О да, президент должен внести адекватный законопроект о мобилизации. Нам нужен законопроект, который будет настолько адекватным, что даже сами депутаты за него проголосуют. Согласитесь, это будет непревзойденное шедевральное творение политического искусства. Мы верим в наших героических депутангов. Адекватный законопроект, гарантии от государства, проголосовать, думать об интересах Украины. Ох, сколько красивых слов! В политике всегда есть место интригам, манипуляциям и игре на рейтингах. Как же без этого? Но не сейчас. Владимир Александрович, покажи те свои Фаберже. Они еще есть или просто холодно очень? Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.